Улыбчивого всем настроения. Сегодня у меня новая игрушка тюлень Лори. Автор этой игрушки Диана Пацкун. Описание есть в свободном доступе в интернете. И заготовочки вы уже видели в прошлом видео. Сегодня я оформлю, соберу полностью игрушечку и наконец-то посмотрю, как она будет смотреться в готовом виде. У меня уже есть основная деталь. Вот такая. И я сделала шапку. Шапка почему-то у меня получилась чуть-чуть, мне кажется, великовато, хотя вязала все по описанию, по схеме. Ну, возможно, она так и должна быть. Шапка получается вот такая. Здесь было большое такое отверстие, которое нужно было стянуть. Я как смогла очень сильно его стянула, и получилась вот такая маленькая дырочка. Не знаю, должно ли быть так или должно закрыться полностью, но здесь было очень много петель, и самое большее, что я могла затянуть, не порвав пряжу, это вот такое. Ну, здесь будет бомбон, который все это прикроет. Шапка выглядит вот так. Здесь у меня уже все детальки мелкие. Это ласты, это мордашка и черненький носик. Все это будет сейчас пришиваться. И я стала делать прям сразу этот бобон. Посмотрела несколько видео на YouTube и решила делать вот так, самым простым способом. Никогда не делала ничего подобного, не знаю, что получится. На такой картонке намотала пряжу, оставила хвостики для затягивания и пришива. Не знаю, насколько много нужно намотать этой пряжи, чтобы был пушистый бобончик. Сейчас я посмотрю, если мне покажется мало, придется переделать, но посмотреть можно только после того, как ты разрежешь всю пряжу. То есть, если бобон не получится, вся пряжа будет испорчена. Но другого выхода я не вижу, потому что я не могу представить, сколько нужно пряжи и какой он будет по объему. Понятно, что если чем больше, тем лучше, но я не представляю, это много, это мало. Но, возможно, сейчас на всякий случай еще пару рядов пройдусь пряжей и буду разрезать, смотреть все-таки, что у меня получится. Итак, способ, который я выбрала, вообще не из легких. Я еле-еле содрала эту пряжу с этого колечка, намотала плотно, намучилась. В результате, когда разрезала, получилась вот такая хризантема непонятного вида. Ну, первый вариант этот мне не подошел, я испортила пряжу. Поэтому сейчас ищу еще один какой-нибудь второй способ изготовления бубона. И буду делать второй бубон. Этот отправляется в мусор, к сожалению. Итак, коль все равно его выбрасывать в мусор, решила еще применить к нему одну реанимацию. Посмотрела несколько роликов на YouTube. Все-таки YouTube обалденно нужная вещь. Итак. Так. Прижимаем. И отрезаем. Угу. Так. И все лишнее отрезаем. Но все равно выбрасывать давайте уже
посмотрим, что из этого всего получится. Так. Все, вроде. Господи, хоть бы это еще не отрезать, чтобы уже наверняка выбросить и все. Так. Так. И момент истины. Бац, вынимаем. Так. Что у нас получилось? У нас особо ничего не изменилось. Так, возможно, я, наверное, мало намотала пряжи. Так, стрижка уже затянулась. У клиента не осталось волос. Так, дальше только на лысо. И что? И мне не нравится. Хотя, ну, если не нравится, то как бы не нравится. Можно попробовать, конечно, еще меньше состричь, но мне мало. Мне мало этих пушинок, поэтому буду переделывать еще раз и уже намотаю побольше. Или, возможно, попробовать не из джинса, а из флоры. У меня есть беленькая флора. Попробовать из нее. Возможно, она потолще и будет попышнее. В общем, хоть так, этот бубон отправляется все равно в мусор. Итак, взяла флору белую, намотала. Сейчас свяжу посередине и разрежу. Сформирую помпон и посмотрю, что из этого получится, потому что, не знаю, мне все, что я увидела в интернете, все подобное. Если у меня уже первый вариант не получился, попробую совсем по-другому, совсем не заморачиваться, просто намотать, отрезать. Это всего лишь маленький помпончик на игрушку. Я не думаю, что он должен быть супер-пупер какой-то идеальный. Если сейчас это не получится, не знаю, какой вариант буду дальше пробовать, но намотала достаточно много. Расчет на то, что эта пряжа немножечко по структуре другая, и, возможно, она будет держать лучше форму. Итак, все, сейчас завязываю и разрезаю, и смотрю, что у меня получится. Итак, вот что у меня получилось. Оказался самый элементарный способ самым действенным. Помпончик получился хороший. В принципе, лучшего результата мне и не нужно. Здесь у меня ошметки моих предыдущих проб. Единственное, что этот помпон оказался великоват. Я примерила его на шапку. Сейчас вам вот так покажу. Примерила на шапку, и мне кажется, что этот помпончик очень большой. Поэтому
я решила сделать, давайте я шапку сниму, вот такой. Поэтому я решила сделать таким же способом, поменьше. Сейчас пряжу взяла Картопу Флора, вот такую, и сделала намотку вот такую, вот так, размер вот такой, чтобы здесь посередине можно было продеть ниточку и стянуть. Вот таким размерчиком делала второй, и у меня получился вот такой небольшой помпончик, который, по-моему, подходит сюда замечательно. Этот все-таки огромный. Вот так я сегодня наигралась с этими бубончиками. Но в результате все у меня получилось. Результатом я довольна. Наконец-то у меня все детали готовы. Сейчас буду пришивать, даже не пришивать, а продену эти ниточки прям в шапку, в пряжу, и с внутренней стороны завяжу ее, и все. И мне останется только самая приятная часть оформления, сборка, и уже покажу вам готовый результат. Надеюсь, уже никаких проблем у меня не возникнет. Вот все и готово. Игрушечка тюлень Лори по описанию Дианы Пацкун готов. Замечательная игрушка. Мне очень нравится. Все, как я люблю. Красиво, просто, в исполнении несложно. Никаких проблем с вязанием не возникло. Вязала точно по описанию автора. Все замечательно получается. Посмотрите. Вот такой тюлень. Очень симпатичный. Замечательная игрушечка. Уверена, что буду вязать такого тюленечка еще. Без шапки выглядит вот так. Шапка вот такая. Посмотрите. Обалденная игрушка. Спасибо Диане за бесплатный мастер-класс, который находится в свободном доступе. Каждый может связать себе вот такого замечательного тюленя. Супер игрушка, я очень рада. Теперь у меня есть еще и такая разновидность. Классная, классная. Я очень довольна, что все у меня получилось. И у меня теперь тоже есть такой тюлень. Спасибо, мои дорогие, что заглянули сегодня ко мне в гости, провели это время со мной и с тюленем.